15 декабря, в День Конституции, в Георгиевском зале Кремлевского дворца президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Совету Федерации выделил основные пути развития нашей страны. На заседании, длившемся более 1,5 часа, были рассмотрены важные и актуальные темы, такие как борьба с коррупцией, демографическая и нравственная ситуация в стране и национальный вопрос. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста. Уважаемые граждане России, уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, еще совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, вы знаете, я в своих предвыборных статьях, а затем и в майских указах подробно изложил нашу позицию, наши планы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Это касалось всех направлений нашей работы, нашей жизни, и экономики, и социальной сферы, и внутренней политики, и международных дел, и вопросов безопасности. В этих документах подробным образом, иногда с цифрами, со сроками, изложены наши планы. Некоторые из них уже начали осуществляться. Ну, например, повышение заработной платы учителям, некоторые другие вещи. По всем другим позициям сформирована необходимая нормативная база. Работа началась. И хочу заверить всех граждан страны, что она будет продолжаться. Все, что намечено, будет неукоснительно исполняться. За первые 12 лет нового века сделано немало. Огромный по важности этап восстановления и укрепления страны пройден. Сейчас наша задача создать богатую и благополучную Россию. При этом хочу, чтобы все мы отчетливо понимали, ближайшие годы будут решающими и, может быть, даже переломными. И не только для нас, а практически для всего мира. В мире 21 века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность. Не растерять себя как нация, быть и оставаться Россией. Идет становление гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь, свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами государства. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики. Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и стране. Как говорил Солженицын, патриотизм – чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, где не устроена ответственность, где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать в стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность общегосударственная. Замечательные слова. Не в бровь, а в глаз. Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама вкалывает во имя страны, города, региона, поселка и каждого гражданина. Учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создается прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для национально ориентированного сознания. В начале 21 века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен. Все и так развалится само по себе. Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше. И мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве. Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава Богу, работают.
Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь-сентябрь текущего года она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны мы 5 месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения. Рождаемость, наконец, стала превышать смертность. Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, такое безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья. Конечно, это не означает, что мы с меньшим вниманием станем относиться к улучшению медицинской помощи, повышению ее доступности. Вовсе нет. Но действий только в области медицины недостаточно. Правительство должно внедрять программы замещения мест с вредными условиями труда, повышение безопасности на дорогах. Только курение, мы знаем об этом с вами хорошо и много раз уже повторяем, только курение, алкоголизм, наркомания преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно. Важнейшее направление развития физической культуры и спорта, особенно среди молодежи. Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься спортом, чтобы занятие физкультурой и спортом стало модным, престижным делом, мы и организовываем в нашей стране крупнейшие международные соревнования. Но эту задачу занятий спортом и физической культурой, массовым спортом, эту задачу не решишь лишь за счет проведения международных спортивных форумов и увеличения даже учебных часов физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных занятий. Прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать. Мы поставили задачу к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и трудная задача, но мы можем ее решить. Мы можем помочь людям найти хорошую и интересную работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что называется. Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще на человека труда нужно больше обращать внимание. Поручаю правительству в 2-годичный срок разработать и внедрить национальную систему оценки качества профессионального образования. Принципиально важно, чтобы общество имело возможность объективно оценивать состояние социальной сферы и науки. Прошу правительство совместно с администрацией президента до апреля будущего года сформировать предложение по созданию системы публичного мониторинга качества медицины, образования, научных результатов, востребованности учреждений культуры. Надо привлечь к этой работе прежде всего профессионалов, посмотреть лучший международный опыт. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена исторические, делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей. Исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение. Закон может защищать нравственность и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. Попытки государства вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это, безусловно, проявление тоталитаризма, это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не собираемся идти по этому пути. Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России. Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас единая неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. Мы с огромным вниманием
и с огромным уважением относимся и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила. У нас в стране исторически сформировалось отношение к жизни таким образом, что мы живем для будущего, для детей. Это, конечно, очень важная и благородная задача и цель. Но выглядит так, что собственная сегодняшняя благополучная жизнь все время откладывается и откладывается и откладывается на потом. И так у нас было практически всегда, из поколения в поколение. Но еще раз возвращаюсь. Почему я привел эти цифры? Пришло время кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. И мы делаем это, и мы можем это делать. Если продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую созидательную работу. И если мы будем работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи. Спасибо вам большое за терпение и внимание.